Глава 616. Мастер духа артефакта. Хань Ли не стал прямо отвечать на ее вопрос, а только вскинул брови и сказал: «Судя по тем техникам и способностям, что ты продемонстрировала сегодня, а также те, что ты продемонстрировала в небесном зале, то, кажется, ты сознательно позволила мне приобрести нефритовый скипетр». Не так ли? Серебряная луна была ошеломлена таким вопросом, а затем улыбнулась и сказала: «Будучи духом артефакта, у меня не было возможности покинуть небесный зал, для этого мне был нужен культиватор. Тогда я не использовала свои способности, чтобы сопротивляться захвату. Высвободившись из небесного котла, мой уровень культивации значительно уменьшился, поэтому я не смогла бы остановить культиватора зарождающейся души. В конце концов, было бы лучше, если бы я попала в руки культиватора формирования ядра». Немного помолчав, Хань Ли спросил: «Тогда я был не единственным культиватором формирования ядра, почему ты выбрала меня?» Выражение Серебряной луны дрогнуло, и она спросила: «Ты имеешь в виду молодого человека по имени Уй, культиватора призрачного Да, который планировал убить тебя ради небесного котла?» «Да, так и есть». Серебряная луна поджала губы и сладко улыбнулась, а они мне не понравились. Один из них был наполнен призрачной ци, а другой сморщенный и отвратительный. Хотя ты не красавчик, но очень приятный на вид. Такие причины подойдут, казалось, она пыталась отшутиться, чтобы не отвечать на вопрос. Хань Ли не знал, стоит ли ему плакать или смеяться от такого ответа. «Раз ты не хочешь говорить об этом, я не буду давить на тебя. Кроме того, есть другой вопрос, который интересует меня больше. Неужели ты наблюдала за всеми моими действиями на протяжении стольких лет из сумки для хранения?» Внезапно произнес Хань Ли ледяным тоном. Его голос был таким ледяным, что температура в комнате мгновенно упала. Ее улыбка исчезла, и она ответила со всей серьезностью: «Верно. Я могла наблюдать за всем, что ты делал, будь то твоя техника или магические сокровища. Я даже знаю о твоей маленькой небесной бутылке». Хотя Хань Ли уже догадывался об этом, его выражение стало мрачным, когда он услышал это. Он холодно взглянул на молодую женщину, словно думал предпринять меры. Серебряная луна проигнорировала ледяное выражение Хань Ли и спросила со слабой улыбкой на лице: «Неужели господин Хань собирается убить меня? В конце концов, если кто-то узнает, каким небесным сокровищем ты обладаешь, тебя ждет печальный конец». Когда Хань Ли услышал ее, он взглянул на нее острым, как лезвие, взглядом и сказал: «Ты прекрасно осознаешь это и осмеливаешься нагло напоминать об этом. Неужели ты не боишься, что я уничтожу сокровище, с которым связано? Если ты погибнешь, никакие мои секреты не просочатся. Или не веришь, что я могу убить тебя?» Серебряная луна покачала головой и безмятежно сказала: «Поскольку я знаю уровень твоих нынешних способностей и все твои магические сокровища, то я тебе не соперник. Более того, после использования техники поглощения души уровень моей культивации значительно уменьшился. И если мы будем сражаться, у меня будет только 30% шанса на победу в лучшем случае. Кроме того, мое сокровище у тебя в руках. Я могу исчезнуть в любой момент». Хань Ли холодно фыркнул, но молодая женщина продолжила: «Я очень рада, что ты выслушал все мои объяснения и не убил до сих пор. Хотя тебя нельзя назвать рыцарем или героем, тебе знакомо милосердие и благодарность. Если бы я не защитила тебя от атаки демонической лисы, ты не позволил бы мне так много говорить». Хань Ли не отрицал этого, а просто сказал: «Даже если ты попытаешься переубедить меня, я все равно сделаю это. Я не могу допустить, чтобы кто-то узнал о моей бутылке». Серебряная луна проговорила с благодарностью: «Я все понимаю. Мне нравится прямолинейность брата Хань. Если бы господин Хань не был безжалостным и решительным, он бы не смог так далеко зайти на пути культивации, и мне не пришлось бы тебя спасать. В конце концов, я не хочу, чтобы меня сразу отбросили, когда я признала мастера». Хань Ли был ошеломлен на мгновение, а затем ухмыльнулся и сказал: «Признала мастера? Что это значит? Ты действительно считаешь, что я поверю тебе на слово?» Глаза женщины загорелись ярким светом, и она поспешно объяснила: «Конечно, нет. По моим сведениям, у твоего набора облачных бамбуковых мечей нет духа артефактов. Я способна переместить мою основную душу с нефритового скипетра на твои облачные бамбуковые мечи. При этом твои летающие мечи станут намного сильнее, а ты сможешь уничтожить меня, просто подумав об этом. В конце концов, когда я стану твоим духом артефактов, ты сможешь почувствовать, есть ли у меня к тебе злые намерения. Кроме того, поскольку мое тело не может находиться далеко от моей основной души, ты сможешь не бояться, что я покину тебя». Хань Ли нахмурился, немного подумал и спросил: «Могут ли духи артефактов менять свои основные тела? Если это возможно, то почему ты готова стать моим духом артефакта? Только не говори, что это благодарность за то, что я забрал тебя из небесного зала».
Молодая женщина вздохнула и медленно произнесла: другие духи артефактов не обладают осознанием и, естественно, не способны изменить свое сокровище. Но я другая. Если ты этого захочешь, то я вполне смогу это сделать. Естественно, если я хочу изменить свое жилье, мне придется пережить огромную боль, но это того стоит. Что касается моих намерений, я, естественно, не хочу быть духом артефакта на всю оставшуюся вечность. Не думай, что мои взгляды противоречат друг другу. Я готова стать твоим духом артефакта, чтобы я могла обрести истинную свободу в будущем. Сердце Хань Ли дрогнуло, а на его лице появились сомнения. Расскажи об этом поподробнее. Я не слишком уверена в этом, но в моих разрозненных воспоминаниях говорится, что если я разучу секретную технику, и мастер моего сокровища достигнет легендарной стадии божественной трансформации, тогда ты перейдешь в следующую область. Но прежде чем это произойдет, я все равно буду под твоим контролем. Если ты умрёшь раньше, мне нужно будет найти другого культиватора. Но судя по твоей драгоценной бутылочке, ты сможешь исполнить моё желание. Вот почему я предлагаю стать твоим духом артефакта. Выражение на лице Хань Ли изменилось, услышав это. Глубоко вдохнув, он сказал: независимо от того, говоришь ты правду или нет, у меня действительно нет другого способа контролировать тебя. Раз ты сама предложила это, я не могу тебя отвергнуть. Тем не менее, я должен временно ограничить твое тело. В конце концов, внезапное перемещение духа артефакта — это не то, что можно проделать за раз. Я должен сначала подготовиться. А верно, как далеко ты можешь быть от своего сокровища, находясь в этом теле. На лице Серебряной Луны появилось радостное выражение, и она сказала: сейчас я могу находиться в 50 километрах от тебя. Но скоро культивация этой демонической лисы увеличится, а вместе с ней и диапазон. Хань Ли внимательно вслушивался в ее ответ. Что произойдет, если ты превысишь этот диапазон? Если диапазон будет превышен, мою душу насильно втянет в сокровище, и я не смогу выйти обратно. Однако ты не должен беспокоиться об этом, поскольку меня это устраивает. Я знаю секретный метод, который позволяет моему телу быть надежно запечатанным в сумку для хранения духовного зверя. Если ты освоишь эту технику и дашь мне приказ, я смогу выходить и входить по своему желанию в сумку для хранения духовных зверей. Если ты столкнешься с врагом, то я могу действовать и как дух артефакта, и как духовным зверь, в зависимости от ситуации. Хань Ли был доволен таким ответом и кивнул головой: раз так, тогда сначала. Выражение лица Серебряной Луны изменилось, и она внезапно прервала его: нехорошо, моя духовная сила кончается. Я не могу продолжать поддерживать это тело. По вспышке серебряного света ее тело сжалось прямо на глазах Хань Ли, превратившись в маленькую белую лису. В настоящее время она была закутана в одежде Хань Ли. Хань Ли невольно рассмеялся при виде этого. Затем он без каких-либо колебаний сделал жест заклинания и выстрелил в лесу несколько полос лазурного света, поставив на нее свои ограничения. Затем Хань Ли поднял и сказал: как только мы отправимся в путь, я передам тебя ученикам секты дрейфующего облака на время. Затем, после того, как мы расстанемся, сбеги от них. Они всего лишь культиваторы стадии концентрации ци, так что для тебя не составит большого труда ускользнуть от них. Встретимся по пути. Глава 617. Возвращение. Хорошо, я сделаю, как ты сказал. Но что ты будешь делать с трупным демоном? Сказала лисица Хань Ли, используя передачу голоса. Хань Ли посмотрел на трупного демона и небрежно проговорил: сначала я проверю, смогут ли золотые прожорливые жуки уничтожить его. Если это невозможно, то я ничего не буду делать. Оставлю все как есть. Кроме того, независимо от результата, я заберу его нефритовую коробку, где находится главная душа. В дальнейшем он не сможет вызвать серьезных проблем. Затем он похлопал по талии и высвободил из сумки для хранения черных золотых прожорливых жуков. В мгновение ока они окружили трупного демона. По всей комнате вскоре раздался треск. Жуки, которые стали вгрызаться в трупного демона, вдруг замертво попадали на землю. Их трехцветная раковина мгновенно превратилась в темно-зеленую. «Какой ужасный яд!» — пробормотал Хань Ли, слегка рассмеявшись. Немного поколебавшись, он тут же вернул жуков в свою сумку для хранения духовных зверей. Белая лисица немного подумала и сказала: гниющего яд трупного демона не входит в число 10 смертоносных ядов на этой земле, но это не то, что способны вынести твои незавершенные золотые прожорливые жуки. Хань Ли фыркнул и нахмурился, уставившись на трупного демона холодным взглядом. Тело монстра было чрезвычайно прочным, даже прочнее, чем тело ядовитого водяного дракона. Он подумал, что даже если он уничтожит трупного демона, большинство его жуков погибнет. Хань Ли не мог такого допустить.
«Нам пора», — без особых колебаний проговорил Ханли. Белая лиса кивнула головой и сказала: «Кажется, это единственный выход. Возможно, у нас позже появится возможность уничтожить этого трупного демона». Сказав это, лисица засветилась странным светом, и из ее тела появилась желтая волчья голова. Как только появился желтый волк, он широко раскрыл рот и окутал и себя, и Ханли желтым светом. В следующее мгновение они оба исчезли из комнаты. Старший боевой брат Ван и другие 3 культиватора стадии концентрации с тревогой стояли снаружи скалы. Поскольку ни один из них не мог использовать техники движения Земли, им ничего не оставалось, кроме как ждать возвращения Ханли. Куй Хуан начинал терять терпение. «Старший боевой брат, как ты думаешь, младшему боевому брату Хань удалось поймать лису?» Когда другие двое его услышали, они пристально взглянули на старшего боевого брата Вана. Он криво улыбнулся и сказал: «Трудно сказать». Будучи на 10 уровне стадии концентрации Ци, младшему боевому брату Хань нелегко охотиться за демонической лисой. Однако у него есть потрясающий магический инструмент. Возможно, с его помощью он сможет нас приятно удивить. Когда остальные 3 услышали это, они невольно переглянулись между собой. Низкий, толстый юноша вздохнул и сжал раненую руку. Казалось, он хотел было что-то сказать, но в скале внезапно вспыхнул желтый свет, вслед за которым показался Ханли, держащий в руках лисицу. «Младший боевой брат Хань, тебе действительно удалось поймать лису?» Все 4 культиватора обрадовались увиденному. Ханли усмехнулся и сказал: «Это было нелегко». Лиса была довольно хитрой и несколько раз пыталась скрыть свои следы в горе. Я боялся, что исчерпаю всю духовную силу раньше, чем смогу ее поймать. Сказав это, он кинул лису Куй Хуану. Тот был ошеломлен на мгновение, но быстро среагировал и поймал лисицу. Низкий, толстый юноша поспешно предупредил: «Младший боевой брат Куй, будь осторожен». Не дай ей сбежать, Куй Хуан поднял белую лису и ответил: «Не волнуйся. Я буду очень осторожен». Затем он хлопнул по своей сумке для хранения и достал темно-зеленый мешок, в который засунул лисицу. Куй Хуан быстро завязал сумку и с гордостью сказал: «Хе-хе. Как ты убежишь из этой сумки?» А лисица, Ханли взглянул на сумку и понял, что это был всего лишь низкоранговый магический инструмент, на который даже не стоило обращать внимания. Старший боевой брат Ван больше не обращал внимания на маленькую лису, а вместо этого обратился к Ханли с сердечной улыбкой на лице. «Мы смогли поймать демоническую лисицу только благодаря тебе, брат Хань. Вот почему мы должны быть честны с тобой. За твою помощь мы дадим тебе треть всей суммы, что принесет нам лиса, а остальные деньги мы разделим между собой». «Что скажешь?» — Ханли улыбнулся в ответ. Он прекрасно понимал, что старший боевой брат Ван хочет наладить с ним отношения. Вот почему Ханли кивнул головой и согласился без каких-либо оговорок: «У меня нет претензий к старшему боевому брату». Хотя другие 3, казалось, были не в восторге от такого поворота событий, все они прекрасно понимали, что без помощи Ханли у них бы не вышло ничего. Вот почему никто не стал возражать. Затем Ханли придумал себе срочное дело, в результате чего покинул компанию старшего боевого брата Вана. Когда Ханли отправился обратно в секту, остальные 4 решили ковать железо, пока оно горячо, и тут же направились на рынок в центре гор мечтательных облаков. Обычно именно там собиралось огромное количество учеников всей секты, поэтому они считали, что им с большей вероятностью заплатят там за лисицу высокую цену. Все 4 покинули болото в приподнятом настроении. Ханли не стал далеко улетать, а вместо этого нашел небольшую гору неподалеку. Он опустился и сел, скрестив ноги на плоской скале с закрытыми глазами. У него был нефритовый скипетр, позволяющий белой лисе найти его, когда придет время. Примерно через час выражение лица Ханли дрогнуло. Почти в то же время из-под земли появился желтый свет, вслед за которым показалась лисица. Ханли посмотрел на белую лисицу и равнодушно сказал: «Не слишком ли ты быстро?» Белая лиса подняла голову и усмехнулась: «Дело не в том, что я быстро. Просто они недооценили меня, используя низкоранговый магический инструмент, пытаясь сдержать меня. Боюсь, они до сих пор не обнаружили, что я исчезла». Ханли равнодушно сказал: «Теперь все их усилия потрачены впустую. Когда придет время, я должен возместить им ущерб». Белая лиса покачала головой и сказала: «В этом случае они даже выиграют от этой небольшой катастрофы. Хорошо, отбросим посторонние дела в сторону. Уменьшись и спрячься в моем рукаве. Нам пора возвращаться». Затем Ханли встряхнул рукав. Когда белая лиса услышала его, она безмолвно уменьшилась в мгновение, и метнулась в рукав Ханли, превратившись в белое пятно. Из-за ограничительных заклинаний, которые на нее наложил Ханли, он не боялся, что лиса может замышлять против него что-то плохое.
Вместо того, чтобы вернуться в свою пещерную резиденцию, он спустился в рыночный город на главной горе секты дрейфующего облака. У них должны быть необходимые материалы, чтобы переместить духа артефакта. Ему нужно было поторопиться и подготовиться к своему возвращению. Каждый день, пока Серебряная Луна оставалась свободным духом артефакта, он чувствовал себя неуверенно. Хань Ли без проблем купил ингредиенты. Он легко нашел магазин, занимающийся такими материалами, и купил все за раз. Хотя эти материалы были необычными, они не были особенно редкими или драгоценными. В результате никто не спрашивал, для чего они ему. После этого Хань Ли вернулся в сад духовных растений. Но как только он вернулся в сад духовных растений, снаружи он увидел двоих человек. Один из них был Куй Хуан, который заметно нервничал. Другой человек был угрюмым старшим боевым братом Ваном. Когда Хань Ли увидел их, он внутренне вздохнул. Он знал, зачем они здесь. Однако Хань Ли приземлился рядом с ними, делая вид, что не понимает, в чем дело. Когда они увидели, что Хань Ли вернулся, они смущенно переглянулись между собой. Хань Ли шагнул вперед и спокойно спросил: «Господа даосы, почему вы так быстро вернулись? Вы уже продали снежно-облачную лисицу?» Спустя мгновение старший боевой брат Ван с наигранной улыбкой сказал: «Мы. Боюсь, что мы подвели брата Ханя». Хань Ли погладил себя по подбородку и спросил: «А что случилось? Неужели что-то не так с лисицей?» Куй Хуан широко открыл глаза и с недоумением спросил: «Младший боевой брат Хань, как ты узнал?» Глава 618. Испытание Ассамблеи мечей. Хань Ли слегка улыбнулся, услышав Куй Хуана, и спокойно ответил: «Единственное, что нас связывает, заинтересованность в демонической лисе». «Зачем еще вы могли прийти?» Когда Куй Хуан услышал это, он открыл рот, но потерял дар речи. Старший боевой брат Ван вздохнул и сказал: «Младший боевой брат Хань, несомненно, умный человек. Да, кое-что произошло со снежно-облачной лисицей. Мы хотели как можно скорее продать ее и тут же отправились в торговый город. Но вскоре после того, как мы ушли, у меня появилось плохое предчувствие». Младший боевой брат Куй открыл сумку, чтобы проверить лисицу, но в результате. Сказав это, старший боевой брат Ван сделал паузу, а на его лице появилось странное выражение. Куй Хуан поспешно закончил для него. В результате мы обнаружили, что демонической лисе удалось каким-то образом ускользнуть от нас. Это слишком непостижимо. Он ускользнул от вас. Хань Ли нахмурился, словно не верил их словам. Когда старший боевой брат Ван увидел выражение Хань Ли, он выругался про себя. Хотя культивация Хань Ли была невысокой, он был искусен в создании магических талисманов и обладал мощным магическим инструментом. Вот почему старший боевой брат Ван хотел подружиться с ним. Однако, он никак не ожидал такого поворота событий, прежде чем ему удастся наладить контакт с ним. Было бы хорошо, если бы он был богатым. Он с легкостью смог бы разрешить этот вопрос, используя свои собственные магические камни, чтобы компенсировать потери Хань Ли и произвести на него хорошее впечатление. Но сейчас, даже если бы он сложился со своими друзьями, этой суммы было бы недостаточно. С этой мыслью старший боевой брат Ван собрался с силами и со всей решительностью заговорил: «Я знаю, что в это сложно поверить, но все так и было на самом деле. Поскольку младший боевой брат Хань поймал для нас демоническую лисицу, я лично должен взять ответственность за ее исчезновение. Я уже отправил своих младших боевых братьев, чтобы они продали Хуанцзин, чтобы вернуть тебе долг. Мы все сделаем в ближайшее время. Что касается законной доли младшего боевого брата Ханя, мы вернем их тебе, как только будет возможность». Услышав это, Куй Хуан изменился в лице. «Старший боевой брат, это не маленькая сумма. Даже если бы мы объединим все, что у нас есть, нам потребуется как минимум 3 года, чтобы собрать эту сумму. Это замедлит наш прогресс в культивации, поскольку все это время мы не сможем покупать лекарственные таблетки». Старший боевой брат Ван покачал головой и хотел было что-то сказать, но Хань Ли перебил его с улыбкой на лице. «Старший боевой брат, я верю тебе». Снежно-облачная лисица отлично владела техникой движения, так что ничего удивительного в том, что она смогла сбежать из магического инструмента. Я хотел было предупредить брата Куя, что это может быть ненадежно, но посчитал это неуместным. Более того, вы можете забыть о моей доле от награды за лисицу. Достаточно будет, если вы вернете мне те духовные камни, что вы у меня заняли. Когда Куй Хуан услышал, что ему не нужно будет отдавать какие-либо духовные камни, он так обрадовался, что невольно хлопнул в ладоши от радости и сказал: «Я знал, что младший боевой брат Хань — великодушный человек. Хотя это была наша вина, у нас нет духовных камней, чтобы компенсировать тебе ущерб. Я очень благодарен младшему боевому брату Ханю, что ты не возражаешь против этого.
Теперь ты для меня стал настоящим другом». Когда старший боевой брат Ван услышал Хань Ли, он немного поколебался. Через мгновение он беспомощно улыбнулся и сказал: «От имени моих младших боевых братьев я принимаю щедрость младшего боевого брата Ханя, несмотря на наш позор. Если тебе когда-нибудь понадобится помощь, пожалуйста, не стесняйся. Я выполню любую просьбу, если это будет в моих силах». Старший боевой брат Ван чувствовал, что, хотя Хань Ли вежливо разговаривал с ними, у него были совершенно другие мысли на уме. Вот почему он изо всех сил старался как можно тщательнее проверять слова, чтобы произвести на него хорошее впечатление. Сказав это, он особенно обратил внимание на выражение Хань Ли. Однако старший боевой брат Ван внутренне нахмурился, поскольку не смог разобрать эмоции Хань Ли. Пока они трое болтали за пределами сада лекарственных растений, трое других культиваторов в стадии концентрации ци перепродали Хуансин. Хань Ли получил мешочек с духовыми камнями и проверил его своим духовным чутьем, а потом спокойно убрал его. После того, как Хань Ли получил духовные камни, старший боевой брат Ван внезапно вспомнил что-то и спросил: «Кстати, твой магический инструмент очень впечатляет. Ты будешь участвовать в испытании Ассамблеи Мечей в этом году?» Хань Ли слегка изменился в лице. «Испытание Ассамблеи Мечей что?» Неужели младший боевой брат Хань не знает об этом? Это удивило не только старшего боевого брата Вана, но остальных тоже. Хань Ли внутренне пробормотал про себя и спокойно ответил: «Я должен об этом знать». Куй Хуан моргнул и вдруг вспомнил что-то. «Ах да, это же твой первый год в секте, и ты все время был в саду лекарственных растений. Не мудрено, почему ты не знаешь об испытании Ассамблеи Мечей?» Когда другие услышали это, они переглянулись между собой и кивнули в знак согласия. Старший боевой брат Ван произнес со странным выражением на лице: «Мы очень удивлены, что ты не знаешь об этом. В конце концов, об этом знают даже внешние ученики. Все остальные с нетерпением ждут этого испытания, чтобы проявить на нем свое мужество». Низкий, толстый юноша с восхищением взглянул на старшего боевого брата Вана и сказал: «Однако, единственный, кто из нас сможет участвовать в этом испытании, это старший боевой брат Ван. Однако, если он столкнется с внутренним учеником, он, в конце концов, потерпит поражение. Но даже в этом случае старший боевой брат сможет получить хорошую награду». Услышав это, Хань Ли полюбопытствовал: «А так это конкурс превосходства в секте? Похоже, что это довольно необычно. Вы можете объяснить мне его условия?» Старший боевой брат Ван взглянул на Хань Ли и ответил: «Конечно. Испытание Ассамблеи Мечей фактически предназначено для демонстрации недавно присоединившихся учеников. Независимо от личности, если они являются новоприбывшими учениками, которым не исполнилось 30 лет, они могут участвовать. Младшему боевому брату Ханю, очевидно, чуть больше 20 лет, и ты только вошел в секту, так что ты удовлетворяешь этим требованиям». Хань Ли потер подбородок и сказал: «Вот как. Кажется, что в конкурсе мало кто может принимать участие. Младший боевой брат Хань очень сообразителен, но испытание Ассамблеи Мечей на самом деле имеет много общего со священным древом, за которым следят 3 секты». Священное древо, услышав это, Хань Ли на секунду был ошеломлен, но тут же понял о дереве духовного источника горы мечтательного облака. Его изначальное неосторожное выражение быстро заменилось торжественным. Хань Ли серьезно спросил: «А как испытание Ассамблеи Мечей связано со священным древом?» Испытание Ассамблеи Мечей проходит за несколько дней до того, как из священного древа прольется винный нектар. 3 секты используют это соревнование, чтобы решить, кто получит половину винного нектара, а оставляя оставшуюся половину разделять между 2 другими сектами. В результате, хотя в этом соревновании могут участвовать только новые, молодые ученики, она очень важна среди 3 сект. Если человек достигнет больших высот на этом испытании, он привлечет внимание старейшин секты и получит бесчисленные преимущества. Старший боевой брат Ван вздохнул и остановился на мгновение, а затем торжественно продолжил: «Конечно, величина этих преимуществ зависит от того, сколько других учеников они могут подавить. В прошлом только немногие ученики были награждены магическими инструментами высшего ранга, также было несколько учеников, которые были вознаграждены таблеткой закаливания духа. Хотя эта лекарственная таблетка не очень полезна для низкоранговых учеников, есть много экспертов ранга формирования ядра, которые более чем готовы обменять ее, по крайней мере, на 4 высокоранговых магических инструмента. Тем не менее, на этой сборке почти всегда доминировала секта Древнего Меча, в результате чего наша секта и секция Сотен Возможностей занимали 2-е и 3-е место, но это и не удивительно. Благодаря своим умным магическим инструментам и техникам, ученики секты Древнего Меча становятся невероятно сильными противниками для культиваторов того же ранга». Последние слова старший боевой брат Ван проговорил со следами как восхищения, так и жалости в голосе.
Глава 619. Духовная вода просветления. Хань Ли нахмурился и спросил низкоранговых учеников. Ты имеешь в виду, что могут участвовать как ученики стадии концентрации ЦИ, так и стадии заложения фундамента? Старший боевой брат Ван кивнул головой. Верно. В испытании ассамблеи мечей нет различия между культиваторами концентрации ЦИ и заложения фундамента. Все они участвуют в этом соревновании. Хань Ли проговорил сомневающимся тоном. Разве это справедливо по отношению к культиваторам в стадии концентрации ЦИ? Старший боевой брат Ван слегка улыбнулся и сказал с глубоким тоном: испытание ассамблеи мечей в первую очередь для сравнения уровня культивации учеников в стадии заложения фундамента между сектами. Ученики стадии концентрации ЦИ – дело 10. Однако секты решили поощрять энтузиазм среди низкоранговых учеников, вот почему они не стали ограничивать участвующих. Хотя ни одному культиватору концентрации ЦИ не удалось занять первое место, были те, кто смог победить культиватора заложения фундамента и войти в первую десятку. Культиваторам концентрации ЦИ удалось пробиться в первую десятку. Неужели их магические инструменты такие мощные? Куй Хуан покачал головой и сказал: «Хе-хе, младший боевой брат и правда очень сообразительный. Ты как в воду глядишь». Старейшины секты стадии формирования ядра иногда дарят своим потомкам некоторые мощные магические инструменты, чтобы те смогли получить высокий ранг. Так что нет ничего удивительного, что эти ученики могут победить культиватора заложения фундамента с помощью своих магических инструментов. Услышав это, сомнения на лице Хань Ли только усилились. Спустя мгновение он сказал: «Судя по вашим словам, есть еще какие-то награды помимо повышения ранга. Никто бы не стал участвовать в конкурсе только ради магических инструментов». Старший военный брат Ван ответил: «Это само собой разумеющееся». Фактически, самой главной наградой тех, кто попадет в десятку на испытание ассамблеи мечей, является возможность очистить глаза с помощью духовной воды. Говорят, что самая первая капля, которая проливается каждый день из святого дерева, особенно ценна и может трансформироваться в легендарную духовную воду просветления. Хотя от нее уровень культивации не увеличится, оно дает фантастическую способность видеть сквозь туман и камень. Именно по этой причине так много людей, которые стремятся попасть в первую десятку. Если бы в качестве приза было только несколько высокоранговых магических инструментов, это бы совершенно не интересовало старейшин сект больших кланов. В конце концов, для них есть таблетка закаливания духа. Хань Ли поднял лоб и пробормотал: «Духовная вода просветления». Хань Ли во многих записях встречал название этой духовной воды. Однако он не ожидал, что 3 секты горы мечтательных облаков могут ее усовершенствовать. Это было большое искушение для Хань Ли. Лукавым тоном Куй Хуан добавил: помимо первой капли священного дерева, другие материалы, используемые для создания духовной воды просветления, тоже очень редкие. Говорят, что для нее нужно несколько видов тысячелетних духовных лекарственных растений. Если бы не тот факт, что духовная вода просветления была эффективна только для культиваторов концентрации ЦИ и заложения фундамента, то старейшины секты не стали бы делать из нее награду. Таким образом, Хань Ли получил приблизительное представление о испытании ассамблеи мечей. Получив все детали, он решил участвовать. В конце концов, Хань Ли не могу упустить возможность заполучить таблетку закаливания духа и духовную воду просветления. После этого все 4 еще немного поболтали об испытании ассамблеи мечей, а затем разошлись. Хань Ли проследил за тем, как они улетают на своих магических инструментах, пока они не превратились в черные точки на горизонте, а затем задумался с серьезным выражением. Внезапно раздался голос белой лисицы: «Что? Неужели брат Хань заинтересовался этим? Ты хочешь заполучить таблетку закаливания духа или духовную воду просветления?» Хань Ли поднял голову и прямо ответил: «А разве я не могу хотеть и то, и другое?» Сказав это, он тряхнул рукавом, и лисица выпрыгнула из него. Белая лиса быстро восстановила свой первоначальный размер и подняла голову. Она мягко усмехнулась: «Брат Хань прав. И таблетка закаливания духа, и духовная вода просветления очень полезны. Нельзя упускать такую возможность. Я это прекрасно понимаю. Пока что возвращайся со мной в мою пещерную резиденцию. Сначала я займусь своими делами, а об испытании ассамблеи мечей поговорим позже», сказал Хань Ли с угрюмым голосом. Затем он повернулся и направился к своей резиденции в пещере. Глаза лисицы загорелись от предвкушения, и она безмолвно последовала за ним. Вернувшись в свою пещерную резиденцию, Хань Ли занялся переносом духа артефакта на свои облачные бамбуковые мечи. Хань Ли немного взволнован тем, насколько возрастет сила его мечей с помощью духа артефакта. Изначально у него было очень мало шансов на то, что магическое сокровище приобретет дух артефакта, поскольку душа демонического зверя бы стала сопротивляться изо всех сил.
Однако, раз Серебряная Луна сама предложила это, у Хань Ли больше не было проблем с этим. Он также предполагал, что могут возникнуть проблемы с основной душой Серебряной Луны в нефритовом скипетре, но Серебряная Луна заявила, что сама справится с этими приготовлениями. Услышав это, Хань Ли почувствовал себя немного менее напряженным и наложил странное заклинание в тихой комнате в соответствии с инструкциями Белой Лисы. Затем он положил нефритовый скипетр и Белую Лисицу в формацию и вышел. Тихая комната была под воздействием ограничительного заклинания звукоизоляции. Даже если бы при разделении души Серебряной Луны и нефритового скипетра стали доноситься какие-то звуки, Хань Ли не желал их слышать. Он понимал, что не должен ввязываться в это. После этого Хань Ли не остался без дела. Он вошел в соседнюю тихую комнату и начал свои приготовления к принятию духа артефакта в свое магическое сокровище. Полдня спустя Хань Ли закончил подготовку и направился к комнате с Серебряной Луной, чувствуя, что пришло время начинать. Но как только он вошел в ее комнату, выражение лица Хань Ли дрогнуло. Нефритовый скипетр и Белая Лиса сидели внутри ограничительного заклинания. Как Хань Ли и ожидал, сияние нефритового скипетра помутнело, а у лисицы был взъерошен мех. В ее глазах была усталость. Когда Серебряная Луна увидела, что вошел Хань Ли, она не сдвинулась с места и ничего не сказала, словно ей не хватало энергии. Выражение лица Хань Ли смягчилось, и он спросил, как все прошло. Успешно Серебряная Луна собралась с силами и ответила: «Это было очень больно, но я смогла это вынести. Кажется, ты тоже закончил подготовку. Поскольку у меня нет мастера-артефакта, я больше не могу оставаться в теле Белой Лисы. Мне нужно немедленно присоединиться к твоему магическому сокровищу, иначе моя душа рассеется». Хань Ли кивнул головой, без колебаний поднял Белую Лисицу и отнес в соседнюю комнату. Войдя в комнату, Хань Ли тут же запечатал ее. В резиденции снова воцарилась тишина. Спустя 3 дня в саду лекарственных растений появился талисман передачи голоса. Влетев в туман, он тут же исчез из поля зрения. Через 2 часа туман вспыхнул лазурным светом, в котором был Хань Ли. Он поднял голову, взглянул в небо и потер свой подбородок, а затем встал на свой магический инструмент и направил в гору рассвета. Внезапно раздался в голове Хань Ли нежный голос Серебряной Луны: «Брат Хань, согласно сообщению, похоже, что собралось множество учеников с горы рассвета. Неужели это как-то связано с испытанием Ассамблеи Мечей?» Хань Ли спокойно ответил своим духовным чутьем: «Я не уверен. Но раз я получил сообщение от самого горного лорда, даже если это не связано с испытанием Ассамблеи Мечей, этот вопрос все равно очень важен». Серебряная Луна мягко напомнила: «Брату Ханю будет очень нелегко занять первое место в конкурсе. Даже если ты не раскроешь свой истинный уровень культивации, это все равно привлечет внимание. Возможно, даже культиваторов зарождающейся души из 3 сект. Если это произойдет, то потери перевесят выгоды». Хань Ли равнодушно ответил: «Я прекрасно это понимаю. Разве я говорил, что собираюсь принять участие? Даже если бы я принимал участие, я бы не стал первым. Я не собираюсь ничем привлекать внимание, пока не стану культиватором зарождающейся души». Серебряная Луна усмехнулась: «Кажется, я взболтнула лишнего. Разумеется, у брата Ханя богатый жизненный опыт, мне не стоило напоминать о таких тривиальных вещах». Хотя это был только голос, он все равно звучал с шармом. Когда Хань Ли почувствовал это, он невольно вздохнул. Хотя Серебряная Луна называла себя волком, он чувствовал, что она больше похожа на лису, учитывая ее изящное очарование. Кроме того, казалось, что она знала, что после того, как он стал духом артефакта, Хань Ли ничего ей не сделает. Хотя ему повезло, что Серебряная Луна всецело культивировала, обладая формой лисы. Когда она обладала летающими мечами Хань Ли в качестве духа артефакта, она беспрестанно разговаривала с ним. Казалось, что в нефритовом скипетре ей было очень одиноко, поэтому теперь она стремилась выговориться. Это вызвало немалую головную боль для Хань Ли. К счастью, он всегда считал ее голос нежным и приятным для слуха. Возможно, она могла бы даже понравиться ему со временем. Глава 620. Неожиданная встреча. Когда Хань Ли замолчал, Серебряная Луна задала еще один вопрос: «Я не понимаю, зачем брат Хань хочет получить духовную воду просветления, ведь она не оказывает эффекта на культиваторов выше стадии заложения фундамента». Услышав это, Хань Ли ухмыльнулся и сказал: «Культиваторы горы скрытых мечей ошиблись. Дело не в том, что духовная вода просветления не влияет на высокоранговых культиваторов. Просто высокоранговые культиваторы очистили сущность своего тела при формировании ядра. Их глаза уже видят сквозь простые методы иллюзий и густой туман, поэтому им не требуется такое очищение.
Поскольку количество духовной воды просветления недостаточно для того, чтобы быть эффективным для высокорангового культиватора, лучше использовать его для культиватора низкого ранга. Серебряная луна удивленно вскрикнула: «Откуда ты об этом знаешь? Пока я был в области моря рассеянных звезд, я прочитал это в древней книге. Это похоже на правду. Неужели у тебя есть какой-то план, верно? Я планирую воспользоваться возможностью, чтобы приблизиться к духовному древу и выкрасть несколько корней. Я смогу вырастить их с помощью моей секретной бутылки и получил бесчисленное количество таблеток закаливания духа и безграничное количество духовной воды. Конечно, мне еще придется раздобыть рецепты. Хе-хе, теперь все понятно. Тогда тебе нужно войти в первую десятку. Хотя это тоже привлечет внимание, но это намного безопаснее, чем занять первое место». Хань Ли улыбнулся и хотел было что-то сказать, но вдруг остановился. Вдалеке он заметил красную полосу света, которая окутывала красивую женщину с ледяным выражением на лице. Это была женщина по имени Му, которая распределила его присматривать за садом лекарственных растений. Когда женщина приблизилась к Хань Ли, на ее лице появилось удивление. Заметив Хань Ли, она остановилась. «Ты тоже получил сообщение, чтобы отправиться на гору рассвета?» Равнодушно спросила женщина. Хань Ли спокойно ответил: «Так и есть, боевая тетя Му». «Неужели вы что-то знаете об этом? Должно быть связано с испытанием Ассамблеи мечей», быстро ответила Му Пейлин. Затем она взглянула на летающий меч под Хань Ли и нахмурилась. «Хотя твой магический инструмент и достаточно высокого ранга, он не предназначен для полета. Что скажешь, если я использую поезд дневной звезды, чтобы доставить тебя? Это сэкономит время». Сказав это, женщина окутала Хань Ли красным светом ее магического инструмента, не дождавшись ответа. Хань Ли был удивлен, но он не собирался отказываться от ее предложения. Пока они летели, женщина взглянула на Хань Ли и тихо спросила: «Ты культивировал искусство глубокого льда, которое я тебе дала? Хотя культивирование этой техники не приведет к значительному увеличению твоей базовой культивации, это позволит использовать более мощные магические техники атрибутов воды. Когда ты пробьешься стадии заложения фундамента, ты сможешь поменять основное искусство культивации без какого-либо ущерба». Услышав это, Хань Ли с трудом нашел ответ. Если бы он сказал, что он уже немного культивировал, она могла бы попросить продемонстрировать его. Хотя для него было бы не проблемой сымитировать некоторые из своих методов водного элемента. К счастью, эта женщина, казалось, спросила это для приличия и не собиралась углубляться в это дело. Серебряная луна знала, что сейчас было не время поговорить с Хань Ли, поэтому она не стала беспокоить его в присутствии Му Пейлин. По мере приближения к горе рассвета, выражение на лице Му Пейлин дрогнуло, и она подняла глаза. Через мгновение с неба пронеслась полоска зеленого света, блокируя путь женщины и заставляя их остановиться. «Младшая боевая сестра Му, давно не виделись. Ты была занята. Я отправлял тебе несколько талисманов передачи звука, но не получил ни одного в ответ». У Хань Ли на лице появилось странное выражение. Зеленый свет погас, и перед ним появился тощий культиватор лет 30. Это был культиватор по имени Янь, который блокировал группу Хань Ли, когда они направлялись в секту. Когда женщина увидела его, ее лицо стало угрюмым. «Янь, я следую к горе рассвета по приказу горного лорда. Как ты смеешь задерживать меня, Хех?» Слова младшей боевой сестры Му довольно грубые. «Разве я могу осмелиться задерживать тебя? Я просто хотел спросить, получала ли ты мои сообщения от моего уважаемого отца? Старейшины наших кланов уже согласились на нашу свадьбу. Мы должны обсудить это в ближайшие дни». Взгляд культиватора по имени Янь блуждал по телу женщины, но он тут же нахмурился, когда увидел Хань Ли. Женщина по имени Му, казалось, видела его похабные мысли, и в ее глазах появилась враждебность. Она выругала его ледяным голосом: «Что у тебя в голове? Это боевой племянник Хань, которого мой господин дал мне в ученики. Между нами нет ничего другого. Что касается брака, я, естественно, не могу противостоять старейшинам моего клана. Я совершенно не против парной культивации. Однако, приходи ко мне, когда твой уровень культивации достигнет моего, а до этого дня забудь об этом». Эта женщина ненавидела Янь до глубины души, но не могла позволить себе быть с ним невежливым. Когда культиватор Янь услышал ее, его выражение лица изменилось. Он хотел было что-то сказать, но у женщины закончилось терпение. Холодно фыркнув, он влила в свой магический инструмент духовную силу и заставила его пролететь над культиваторов Янь, превратившись во вспышку красного света. Культиватор Янь хотя и был очень взволнован, но не собирался их преследовать. Когда Хань Ли обернулся, чтобы взглянуть на него, он увидел очень горькое выражение на лице культиватора Яня.
Немного поколебавшись, Хань Ли спросил: «Боевая тетя Му, вы помолвлены с этим человеком?» Культиватор Янь был на ранней стадии заложения фундамента, в то время как Му Пейлин была уже на средней стадии. К тому же их внешность различалась так же, как день и ночь. Хань Ли был полностью озадачен тем, почему клан этой женщины решил ее выдать замуж за него. Хотя Хань Ли было любопытно все это, он решил не углубляться в подробности. По лицу женщины он понял, что тот вопрос лучше не поднимать. Однако Хань Ли все-таки не удержался и спросил: «Тебе лучше об этом не спрашивать». Ледяным тоном ответила женщина. Конечно, Хань Ли тут же закрыл рот со смущенным выражением на лице. Однако в этот момент он услышал, как серебряная луна хихикнула у него в голове. Через мгновение они уже достигли большой сцены в центре горы. На сцене был установлен большой зал с античным дизайном. На серебряной вывеске здания были написаны слова «Зал очищения сердца». В этот момент огромные черные деревянные двери были плотно закрыты, а множество учеников горы Рассвета уже столпились перед ними и болтали в ожидании. Там около 600 учеников, которые стояли плотными рядами за пределами зала очищения сердца. Все они перешептывались между собой в небольших группах. Однако все они были культиваторами стадии концентрации Ци. Среди них не было ни одного культиватора заложения фундамента. Женщина с холодным выражением на лице сделала один раз в воздухе, а затем приземлилась перед воротами зала. Когда близлежащие культиваторы заметили ее, все они почтительно приветствовали ее. Женщина махнула рукой и без малейшего колебания подошла к залу. С помощью какой-то неизвестной техники она осторожно приоткрыла в дверь и вошла внутрь. Хань Ли наблюдал за тем, как женщина исчезла, и покачал головой. Как только он приблизился к остальным культиваторам, все они начали странно смотреть на него и указывать на него.